Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на сентябрь. Прогноз я буду делать на Таро Акаши. Эта колода дает нам доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Мы посмотрим прошлое, которое имеет влияние на настоящее, а также на ваше будущее. Эта колода поможет нам раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим мечтам, желаниям. Здесь вы можете получить очень ценную информацию о работе с любым проектом, об изменении трудных установок, ограничений, об исцелении и привлечении в вашу жизнь отношений, ну а также о достижении ваших целей, которые вам дороги. Но еще эта колода приносит руководство от вознесенных владык, от ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи, от вашей души и от вашего высшего Я. Настраивайтесь на получение информации, задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет в сентябре месяце. У нас прогноз для близнецов на сентябрь. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас в сентябре месяце. Представители знака зодиака Близнецы. С какой энергией вы войдете в сентябрь из августа? Что у вас будет происходить в сентябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выходите из сентября в октябрь. Первая карта — это у нас энергия, которую вы принесли в сентябрь. Здесь ложится 16-й старший аркан. Карта называется Коч Эндуранс. Это пойманные в руинах, но она у вас перевернутая. То есть мы видим, что люди сидят в каком-то старом остроге. Да, как бы дверь у них закрыта, но крыши-то нет. То есть как бы выбраться они могут. Эта карта могла показывать какую-то темную, сложную ситуацию. То есть вы чувствовали себя, что вы пойманы в ловушку. Ну, это может быть, конечно, связано с тем, что происходит в мире, а также это может карта показывать, что были какие-то пустые пагубные отношения, несчастная бесполезная работа, или, может быть, ваши неправильные действия, поведение, которые вот завели вас в тупик. Но когда эта карта переворачивается, она показывает, что вот какая-то мрачная, темная, ограничивающая вас ситуация наконец-то заканчивается. И сейчас вы можете обнаружить себя, что вы вырвались на свободу, может быть, из самоограничений. То есть сейчас вы освободились и оставили какую-то темницу позади себя. Да, для вас наступает время двигаться вперед, и вы должны быть уверены, что у вас все получится. Но не забудьте, что прошлое имеет свойство нас затягивать обратно. И если сейчас вы почувствуете, что вы начинаете опять разворачиваться назад, постарайтесь от этого удержаться. Сейчас у вас время только двигаться вперед, не оборачиваясь. А вот первая декада сентября у вас ложится семерка ключей. Карта называется «Восхождение, подъем», но она у вас перевернутая. То есть в прямом положении мы видим, что человек при помощи себя, своих усилий, трудов, усердия поднялся на какую-то гору. Но карта ложится в перевернутом положении, она может указывать на потерю должности, на внезапный уход с работы или на падение вашей репутации, а также это может быть потеря каких-то карьерных ожиданий. Еще карта может говорить об усилиях, которые не окупаются. Возможно, вы усердно трудились, чтобы достичь высокого положения, но тем не менее сейчас вам кажется, что это от вас ускользает. То есть конкретные результаты, которые вы ищете,
Возможно, прямо сейчас вам трудно реализовать, и ваши усилия не будут признаны другими. Но это может быть просто проходной этап. Но если вы предпринимаете длительные усилия без какой-либо награды, то сейчас для вас наступает время подумать о новых подходах или о другом месте для реализации ваших планов. Вторая декада сентября, здесь 17-й старший аркан, карта называется The Lookout. The Lookout — это наблюдатель или смотровая площадка. Карта прямая. Мы видим, что человек стоит вот на этой смотровой площадке и в бинокль смотрит куда-то вдаль. Здесь вокруг него идет битва. Корабль бросает из стороны в сторону. Человек пытается удержать равновесие, но на корабле уже горят паруса. И карта может показывать, что вокруг вас может происходить какая-то сложная ситуация, своего рода битва, и вам нужно быть начеку. Вас может постигнуть внезапное падение или потеря положения. Это может быть должность, место работы, состояние, точки зрения. Карта предупреждает вас, что вот сейчас вам нужно будет составить резервный план, который поможет вам намного легче пережить это трудное время. Это может быть временный этап, вот как в этой карте. Но вам самое главное вот в это сложное время сохранить вот это равновесие. То есть лучшие времена уже у вас на пороге. То есть вот эти две карты очень похожи, только это младший аркан, а это старший. Да. Но смотрите, третья декада сентября ложится пятерка. Свитков карта называется Diversity. Diversity — это разнообразие, многообразие, и она у вас прямая. И карта может показывать очень много вариантов для рассмотрения, очень много направлений, и вам следует на все на них взглянуть. То есть она говорит: позвольте себе попробовать новые вещи, пойти или поехать в новые места, отправляться в различные направления, изучать новые предметы, а также встречать новых людей. То есть для вас наступает период роста, раскрытия, поэтому воспользуйтесь им. Позвольте себе пойти дальше, чем вы планировали. И в конце этих разнообразных путей вы можете познакомиться с совершенно новым собой. Энергия, с которой вы выходите из сентября в октябрь, здесь ложится шестерка ключей. В прямом положении это карта растущая луна. То есть это карта роста, развития, изобилия, реализации, творческих начинаний. Но когда она переворачивается, то луна ложится в позиции убывающей. То есть наступает время снижения, упадка. Когда у нас луна убывает, то и приливы чего-либо тоже убывают. Энергия, деньги, даже творческие приливы какое-то время могут быть для вас напряженными. Вам будет казаться, что кругом преграды. Поэтому вам и говорят: экономьте вашу энергию, не тратьте ее на бесполезные действия. И хотя вам может показаться, что вот это сложное, трудное время, не тревожьтесь, вот это не долговременно. Мы же понимаем, что Луна действует циклично. Поэтому вот сейчас вам говорят: отдохните, наберитесь сил, соберите свои ресурсы. Время для развития и роста скоро вернется. Вот я хочу эту карту вам уточнить. Тут как бы вы пройдете какие-то испытания, у вас появится очень много вариантов. Может быть, она говорит не торопиться или дождаться именно растущей Луны, чтобы начать эти варианты воплощать в жизнь. Но все равно давайте мы вам получим совет, что какая-то недосказанность. Угу. И карта ложится тройка. Силы — это The Bird's Nest. The Bird's Nest — это птичье гнездо, и она у вас прямая. И мы видим, что птичка свела гнездо, вывела потомство и кормит своих птенчиков. И эта карта представляет расширение, вдохновение, творчество. Но она вам дает сигнал сосредоточиться на запуске новых вещей или на вашем расширении. Это может быть расширение вашего бизнеса, ваших друзей или внутри вашей семьи. Да, может быть, о прибавлении в семействе.
Но для этого вам нужно будет приложить некоторые усилия. То есть гнездо должно быть построено, и вы должны быть открыты для тех новых дополнений, которые идут к вам, к ожидаемым детям, к обновлению вашего дома. Это может быть ремонт, постройка. Или, может быть, вы будете расширять точки бизнеса, нанимать новых сотрудников. Или, может быть, выходить на новые какие-то платформы. Но что бы это ни было, оно того стоит. Потому что вот эти ваши расширения принесут вам очень большую радость. Но также это может быть расширение вашей духовной семьи, это может быть занятие духовными практиками. Никогда ведь не поздно расширять сеть наших духовных друзей, наставников, потому что вознаграждение такого рода расширения, они безграничны. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего вам хорошего.